Приветствую вас, близнецы! У нас прогноз для вас на вторую декаду ноября. С 10 по 20. Давайте посмотрим, что вас ожидает в работе, в карьере, в бизнесе, в финансах, в любви. Кипер нам покажет сюрприз, неожиданность, ну или просто нам покажет какую-то информацию. Также мы получим советы от оракулов. Да, кстати, напишите, пожалуйста, нужны ли вам эти советы, смотрит их кто-то. То, может быть, я попусту трачу и свое, и ваше время. И у нас в конце расклада будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Близнецы, вторая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет, предупреждения от Таро. Так, ну Кипер мы достанем потом. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится семерка кубков. Ваш настрой, ваши ожидания, ну это карта планирования, это мечты, грезы, надежды, желания. То есть карта говорит, что у вас сейчас очень много задумок, о чем-то вы там мечтаете, планируете. Да, вот сможете ли вы их воплотить в жизнь, или они так останутся у вас, как планы или грезы. Это уже вопрос другой. То есть вы входите с семеркой кубков, а выходите из 10 дней с семеркой мечей. То есть это мечты, грезы, надежды, это уже планирование. Конечно, могут вот эти две карты говорить о каких-то иллюзиях, об обманах. Может быть, вам что-то пообещали, могут обмануть. Давайте мы будем уточнять. Или наоборот, для того, чтобы осуществить желаемое, вам нужно именно все продумать тщательно. Так, семерка кубков, что у нас это? Туз пентаклей. Ну тут или желание получить хорошую работу, или что-то связано, может быть, с недвижимостью, вложиться куда-то, получить прибыль или получить от кого-то вот эту помощь, поддержку. Но у нас всегда туз пентаклей – это шанс каких-то больших материальных возможностей. Это желание начать какое-то новое дело, куда-то вложиться. Так, ну смотрите, все-таки семерка кубков может говорить, как я сказала, об иллюзиях. Если вам кто-то что-то обещает, это еще не факт, что человек это выполнит. Мы потом семерку мечей уточним. То есть вот семерка мечей и восьмерка в деньгах, то есть вот планирование что-то реализовать, но есть ограничения финансов. Да? Мы надеемся на какую-то то ли помощь, поддержку, то ли, может быть, кто-то надеется на получение там, кредита или продать что-то, недвижимость какую-то, получить вот эту прибыль и ее потом вложить. Хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в отношениях или в браке, ложится ваша карта. Да, если меня смотрят мужчины, карта говорит, что вы занимаете ведущее положение, ведущую роль в семье. То есть тут, как вы сказали, так, значит, то есть последнее слово всегда за вами, да. Может быть, вы проявляете сдержанность, проявление чувств. Это не значит, что вы не любите, просто вы не любите выставлять свои чувства на показ. Но еще это может быть принятие какого-то решения относительно вашего дома и семьи. Ну давайте посмотрим, какое решение вы здесь принимаете, по поводу чего. Вот я говорю, какая-то помощь финансовая или вложение, или вы все-таки тут, или вы ждете помощи, или к вам кто-то вот обращается. Еще, конечно, шестерка – это вложение, король пентаклей.
Вот я говорю, вам человек какой-то пообещал. Вот мы посмотрим семерку. Тут, если вы хотите получить помощь от этого человека, это может быть ваш отец, это может быть банкир или богатый человек, или это может быть риэлтор. Так, сейчас еще одну карту. Этот человек может дать вам помощь или попросить. Давайте результат посмотрим. Да, если просит помощи, помогите. Если вы от него ждете, то получите. И он вам ускорит какую-то ситуацию. Но это что-то связано с семьей. Вот у женщин здесь вообще может быть выбор между двух королей. Да, король мечей может показывать ваши отношения, ваш брак. Это может быть представитель вашей же стихии. Или может быть человек жесткий. А здесь в вашу жизнь входит король пентаклей, другой мужчина, щедрый, обеспеченный, очень спокойный, надежный. И здесь у вас завязались отношения. Почему семерка говорит? Что у нас здесь? Рыцарь. Почему семерка говорит? Может быть, вы будете скрывать эти отношения? У кого-то здесь планирование переезда при помощи вот этого короля. Это может быть перелет на самолете, это уехать куда-то далеко. Но, скорее всего, еще не эти 10 дней. Это, наверное, будет позже. Тут карта говорит, если вы хотите от кого-то получить поддержку, скорее всего, финансовую, или этот человек поможет вам куда-то переехать. Это может быть и смена места жительства, а может быть и вообще уезд далеко. Здесь вам нужно заинтересовать этого человека, продумать вот этот бизнес-план. То есть вы показываете, на что вы потратите эти деньги, тогда вы поддержку эту получите. Это может быть, вот я говорю, решение вопросов с недвижимостью, или может быть это поездка по работе. То есть вот на чью-то помощь, вот эту руку, да, вы можете рассчитывать. Может быть, это банкир одобрит вам ипотеку или кредит. Да. Потому что в совет здесь какие-то расширения. Это может быть расширение земли, ваших владений, да, покупка участка земли, например, для того, чтобы потом построить дом. Или вы подбираете, например, себе квартиру, ну, какое-то жилье. Может быть, это планирование переезда. Вот мы сидим на чемоданах и ждем каких-то сообщений или ждем финансов, чтобы мы смогли уехать. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, ну, тут тройка мечей, да, карта говорит, у вас еще сердце кровоточит. Очевидно, был болезненный разрыв, развод. Да, иногда карта говорит, что это могло произойти не вчера, а много-много времени назад, но вы еще не вышли из этих отношений. А здесь вам в совет предупреждения говорят, общайтесь, коммуницируйте с другими людьми, может быть, через интернет. Не закрывайтесь вот в этой потере. Давайте мы вам совет, что ли, посмотрим. Я говорю, у вас еще борьба идет, война даже у вас еще в вашем сердце. Это желание отомстить, наказать. Сделать больно человеку так же, как он сделал вам. Ну, вот эти карты говорят, что вы на пороге, может быть, эта карта говорит о влюбленности и о начале очень хороших отношений. Туз пентаклей – это шанс обрести счастье. Отношения будут очень спокойные. А вы воюете, а толку-то? Может быть, у человека уже другая семья. А вы наносите вред только себе. Так. Даже если вы сделаете человеку больно, все равно по пятерке мечей это не доставит вам никакого удовольствия. Так. Тут полное разочарование, обида. А вы должны знать, что по психосоматике обиды, которые мы держим внутри и не можем их выплеснуть, они начинают разрушать нас. Обратите на это внимание. Вам в предупреждении говорят,
начинайте общаться с другими людьми. Отвлекитесь от этой ситуации. Вы все равно здесь ничего не можете изменить. Это еще четверка говорит, выходите из старых программ. Вот вам Вселенная будет предоставлять вот этот кубок. То есть это завязать новые знакомства, это влюбиться. Но для этого вы должны общаться с другими людьми, а не зацикливаться вот в этой потере. Да, тут будет зависеть только от вас все. Хорошо, работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, тут десятка кубков. Ну, карта говорит, что, может быть, вы работаете в какой-то сплоченной команде, это может быть частный бизнес или это может быть какое-то предприятие. Но здесь у вас очень хорошие отношения с коллективом. Это работа, которая доставляет вам удовольствие. Может быть, вы занимаетесь любимым делом. И вот с этими людьми вы можете добиться очень больших результатов. Может быть, это работать над каким-то общим проектом. Может быть, это вообще семейный бизнес. Но, может быть, для того, чтобы вот вы добились хороших результатов, вам нужна будет вот какая-то помощь или поддержка. Но в любом случае здесь карта говорит, вы уверены в настоящем, но и уверены в своем будущем именно там, где вы работаете. Может быть, совет еще она говорит, выбирайте еще какие-то новые направления, расширяйте зоны влияния, может быть, выходите на новые просторы, ну, может быть, займитесь рекламой или какие-то новые контакты, контракты. То есть не останавливайтесь на достигнутом, а вносите какие-то еще расширения, изменения. Хорошо для тех, кто в поиске работы, башни. Да? Но башня говорит, вот она еще дымит. Это может быть потеря работы, это может быть закрытие бизнеса. Здесь вы прошли через какие-то неприятные изменения. Это может быть и увольнение, может быть крах вашего бизнеса. И восьмерка в деньгах говорит, что вы сейчас ограничены. Ну, давайте вам совет посмотрим. Здесь, может быть, совет, она говорит, или ищите другие области, где вы можете реализоваться, или куда-то уезжайте. Так, совет для тех, кто в поиске. Иерофант — это может быть другая страна, другая религия. Или здесь карта говорит, чтобы найти хорошую работу, вот у нас иерофант всегда говорит, когда человек стоит на карьерном распутье. Может быть, здесь нужно еще чему-то обучаться, получать новые знания, чтобы найти хорошую работу. Или, может быть, вы уже человек опытный, много знаете. Может быть, карта говорит, вы, например, ушли с работы, на кого-то работали, неожиданно, да, и решили заняться какой-то преподавательской деятельностью. Или, может быть, чему-то обучать людей. Тут может быть еще что-то связано с духовными практиками. Но в любом случае тут или самому учиться, или учить других людей. Но у кого-то, может быть, это и другая страна. Или, знаете, здесь может быть какая-то иностранная компания. Так, сейчас еще одну карту, два старших аркана. Если вы здесь что-то начинаете, да, это, знаете, может быть испытательный срок. Десятка жезлов может говорить о каких-то очень больших обязанностях или ответственности, которые на вас как бы навалится. Но еще это вот мы поступаем на новую работу, у нас еще не хватает опыта, знаний, умения. Это вот этот период, когда мы привыкаем, да, вот у нас адаптация происходит. Другие люди, которые там работают, им легко, но они уже много времени там трудятся. А вам пока первое время будет сложно, но это временный этап. Может быть, как раз карта говорит, что вам нужно будет или еще обучиться, или встать кому-то под руку, человеку, который вам поможет. Но по десятке вы справитесь. Здесь у кого-то, конечно, еще вот по этим картам, да, работа потеряна. Десятка и восьмерка, может быть, у вас очень много каких-то обязательств по поводу вашего рода, семьи, там дети, родители. Может быть, очень много каких-то кредитов или платежей, которые вам нужно выплачивать. Так, что мне еще вам совет, что ли, посмотреть? Повешенные. Повешенные — это безработица, да. Безработица и очень большая ответственность за вашу семью.
Здесь можно найти работу, но через какой-то переворот. То есть если вы, например, до этого работали там в офисе, это может быть работа, связанная с поездками, переездами. То есть это вот ваша жизнь переворачивается с ног на голову. Также это может быть другая сфера, но через какие-то жертвы. Например, вы являетесь там преподавателем, как я говорила, да? Но понимаете, что на этом вы сейчас вообще ничего не заработаете. Значит, нужно искать что-то другое. Ну, хотя бы пока, временно. Вот рассмотреть какие-то другие направления или куда-то уезжать. Ну, финансы восьмерка мечей говорит об ограничениях. То есть это ограничивать себя в каких-то тратах, стесненные обстоятельства, когда вы не можете многого себе позволить. Или это реально вот очень много каких-то платежей. Тут я говорю, вот семерка в конце, она и говорит, хочешь жить, умей вертеться. Давайте мы эту семерку уточним. В конце 10 дней. Угу. Так, что у нас тут было? Иллюзии, да? Предложение какое-то или помощь. Тут смотрите, если вы уже сталкивались с, что кто-то вас обманул, действовал как-то, ну, то есть человек что-то пообещал, обманул, да, вот тут карта говорит, учтите свои старые ошибки и полагайтесь на свой прошлый опыт. Не наступайте на одни и те же грабли. Если человек, например, какой-то с кем-то поступил плохо, а к вам он хорошо относится, вы знаете, что это такая сущность человека. Он также может поступить и с вами. Здесь я не вижу конкретно человека. Тут в любом случае девятка говорит о защите своих интересов, своей собственности от каких-то мошенников, обманщиков, предателей, людей, которые действуют нечестно. И если вы хотите добиться желаемого какими-то окольными путями, здесь карта говорит, проявляйте осторожность и внимательность. Не рискуйте. Вот для женщин, у которых может быть здесь выбор между двух королей, а здесь карта говорит тоже пока держите все это в тайне. Вот сначала убедитесь в надежности этого человека, только потом уже вносите здесь какие-то изменения. Так, ну карты вас предупредили, да. Ну, совет предупреждения. Здесь еще как предупреждение, она говорит, вы можете упустить какие-то мелкие детали, но которые для вас будут очень важны. Так, давайте посмотрим Кипер для близнецов. Не получается у меня коротко снимать. Так, близнецы, 2 декада ноября. Что нам хочет передать Кипер для вас? Ну, смотрите, если у вас сложное положение с финансами в семье, то на чью-то помощь вы можете рассчитывать. Подарок, да. Вот какой-то король пентаклей у нас. Но вы должны просто попросить, обратиться за этой помощью. И тогда вы ее обязательно получите. Вот опять у нас этот вор и вот эта 7 мечей. Да. 7 мечей и 7 мечей. Да, мысли. Прежде чем решиться на какой-то опрометчивый шаг, рискнуть, может быть, тщательно все продумайте. Стоит ли этот риск того? Потому что на чью-то помощь вы все равно, вот кто-то на фоне дома, может быть, помогут с недвижимостью. Или это вообще какая-то неожиданная, не знаю, вот как туз пентаклей, да, вот какой-то шанс. Хорошо, давайте получим советы. Да, кстати, напишите, пожалуйста, стоит ли их делать? Вообще смотрит кто-то эти советы? А то, может быть, я попусту трачу и ваше, и свое время. Близнецы, 2 декада ноября.
Потому что ролики идут по 20-15 минут, а смотрят 3-4 минуты. Вот я говорю, что я тут их тогда делаю, если вы их не смотрите. Хотя бы поставьте плюсик или минус. Минус, значит, не надо делать, плюсик надо. Так, совет. Мабон перевернутый. Сейчас. Сознание нищего видит только потери, беспокойство и стресс в ситуации возможного процветания. Освободитесь от этих страхов путем принесения благодарности за то, что у вас есть прямо сейчас. Совет от королевы Луны, Близнецы. Вторая декада ноября. Protection. Ну, Protection, опять помощь. Еще карта говорит, вот здесь птица, да, птица у нас это посланники ангелов. Она говорит, даже если вы сейчас чувствуете себя оставленным, брошенным наедине с собой, все равно знайте, что у вас за спиной всегда есть защита, что вас любят и вас никогда не оставят в одиночестве. Самое главное, доверяйте себе и своему внутреннему голосу. И тогда вы получите и подсказки, и помощь, и поддержку. Ну, в первую очередь, от своих духовных наставников, от ангелов-хранителей. Так, и еще у нас маятник, Близнецы. Маятник, ответь, пожалуйста, Близнецам. Вторая декада ноября. На их запрос, да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всем хорошего.